Всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу», подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. И сегодня, друзья, у нас подкаст номер 101. Если вы смотрите видео на YouTube, вы можете включить русские субтитры. Если вы слушаете подкаст на Spotify, на Apple Podcast или на какой-нибудь другой платформе, то вы можете зайти на мой сайт russianradioshow.com и абсолютно бесплатно скачать PDF-файл с транскрипцией к этому эпизоду. Еще раз напомню, сегодня подкаст номер 101. Итак, подкаст предназначен для студентов, чей уровень B2, C1. Я думаю, вы слышите это по темпу моей речи. То есть, в принципе, можно сказать, что этот подкаст чуть-чуть адаптирован для студентов. В большинстве случаев, обычно в подкастах уровня B2, C1 я говорю почти так, как я говорю в жизни. То есть использую ту же лексику, которую я использую в жизни, темп речи такой же быстрый, как в обычной жизни, так что вы можете быть на 100% уверены, что вы практически слышите нормальную русскую речь. Ну а чтобы понимать больше, я рекомендую вам или включить субтитры, или скачать бесплатный PDF-файл с транскрипцией. Друзья, у нас сегодня будет очень интересная тема, и мы сегодня поговорим о ситуации, которая сложилась в России. Я недавно на сайте телеканала «Настоящее время» прочитал интересную статью о том, что россияне стали больше верить в гадания, стали чаще обращаться к экстрасенсам и так далее. И авторы статьи связывают эту ситуацию с падением, может быть, каких-то экономических показателей, с высоким уровнем стресса в стране. Как мы знаем, друзья, когда в жизни все не очень хорошо, мы начинаем верить в какие-то потусторонние вещи, начинаем обращаться к экстрасенсам, к гадалкам и так далее. Вот об этом мы сегодня поговорим. Я прочитаю вам фрагменты этой статьи и буду рад, друзья, в комментариях потом прочитать ваши мнения по поводу услышанного и увиденного. Ну что, вы готовы? Мы начинаем. Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. В последние годы в России наблюдается рост интереса к магическим практикам, предсказаниям и эзотерике. Согласно данным компании Atoll, специализирующейся на обработке онлайн-платежей, продажи товаров, связанных с гаданием, выросли примерно на треть. Вы только представьте, примерно на треть. Среди наиболее востребованных товаров – колоды карт, таро, наборы рун, шаманские бубны, хрустальные шары и даже осиновые колья. Я предполагаю, что вы сейчас услышали много новых слов. Не все эти слова полезны, не все эти слова мы используем ежедневно, но чтобы вы точно понимали контекст, я все-таки объясню. Карты Таро, я думаю, вы знаете, что это. Это такие специальные карты, которые используют для гадания. Карты бывают разными, но чаще всего, насколько я знаю, надеюсь, я не ошибаюсь, они состоят из 78 карт с символическими изображениями. И люди, которые говорят, что они умеют предсказывать будущее, якобы видят будущее на этих картах Таро, расшифровывая картинки, которые они там видят. Наборы рун — это такие небольшие камни или деревянные дощечки с древними символами. Люди также используют их для предсказаний или используют их в магических ритуалах. Шаманские бубны — это такие музыкальные инструменты. Бубен — это инструмент. Бам-бам-бам-бам. Вы можете погуглить и увидеть, что такое бубен. А вот шаманские бубны — это музыкальные инструменты, которые используют шаманы. Кто такие шаманы? Шаманы — это традиционные целители и духовные лидеры в некоторых культурах. И вот шаманы используют эти бубны в обрядах и ритуалах. Хрустальный шар, я думаю, вы знаете, что это. Это такой стеклянный шар, и якобы
некоторые люди видят в этих шарах будущее. Не знаю, что они там видят. Я несколько скептически отношусь ко всему этому. Ну и, наконец, в списке товаров, которые россияне стали покупать, оказывается, есть осиновые колья. Осиновый кол, друзья, это деревянная палка, и некоторые верят, что именно этой палкой можно убить вампира. То есть осиновый кол — это палка из дерева, а дерево называется осина. Осина, да, есть люди, которые верят, что нужно осиновый кол вонзить в сердце вампира и убить его таким образом, если у вампира, конечно, есть сердце. Продолжаем. Друзья, по информации заместителя председателя комитета Государственной Думы России по информационной политике Андрея Свинцова, в прошлом году россияне потратили на услуги тарологов и экстрасенсов 2,4 триллиона рублей. Это примерно 26,5 миллиардов долларов. Вы можете представить, какой это огромный бизнес. Особенно популярны наборы рун. На них приходится треть всех покупок в данной категории. То есть россияне стали покупать древние руны. За последний год спрос на хрустальные шары вырос на 146%. Также увеличилось количество покупок кукол вуду и шаманских бубнов. Я думаю, вы также знаете, что куклы вуду — это фигурки, которые в некоторых культурах используют для ритуалов, предполагая, что эти куклы вуду могут влиять на конкретного человека. Также отмечается, что шаманские бубны стали дороже примерно на 25%, и теперь их можно купить примерно за 4000 рублей. Это около $44 США. Это примерно $44 США. Осиновые колья, средняя цена которых составляет около 300 рублей, это примерно $3.30, стали приобретать на 50% чаще. То есть их стали покупать на 50% чаще. Колоды карт Таро пользуются стабильным спросом, но растет интерес к книгам по их толкованию. То есть россияне мало того, что покупают карты Таро, еще и покупают книги, чтобы расшифровывать карты Таро и предсказывать будущее. Исследование, основанное на анализе более 5 миллионов анонимных чеков, показывает, что в среднем россияне тратят на покупку магических товаров около $100 США. При этом в статистику не включены расходы на частные консультации у астрологов. Эти услуги тоже очень популярны, как лично, так и онлайн. Россияне хотят знать будущее, поэтому обращаются в том числе и к астрологам. Также они обращаются к тарологам, к нумерологам и так далее. В общем, это люди, которые предсказывают будущее, кто-то при помощи карт, кто-то при помощи даты рождения, кто-то при помощи линий на ладони и так далее. Друзья, мы продолжим наш подкаст буквально через несколько мгновений. Хочу напомнить вам, что я могу стать вашим учителем. Вы можете заказать урок со мной на сайте russianradioshow.com. И также у нас есть русский разговорный клуб. Это такие групповые беседы, групповые занятия. Они проходят очень весело, и мои студенты всегда получают эксклюзивное аудио, эксклюзивные файлы с материалами, с транскрипциями, с упражнениями, с вопросами. Присоединяйтесь. Все подробности также на моем сайте russianradioshow.com. И, конечно, прямо сейчас, если вы смотрите этот выпуск на YouTube, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Если вы слушаете подкаст на Spotify или Apple Podcast, поставьте, пожалуйста, 5 звездочек или какую-нибудь другую высокую оценку, если вам нравятся эти подкасты. Русское радиошоу. Друзья, интересно, что одной из популярных личностей в сфере гаданий, предсказаний, карт Таро стала Анжела Перл. Анжела Перл – известная блогерша, русскоязычная блогерша, которая публикует астрологические прогнозы. На ее Инстаграм подписаны 562 тысячи человек, а на ее YouTube-канал подписаны друзья,
2 миллиона 620 тысяч человек. То есть это те люди, которые смотрят стримы Анжелы Перл, предсказания, как она раскладывает карты Таро, говорит, что кого ждет. Также она рассказывает представителям каких знаков зодиака, чего нужно ждать в будущем и так далее. Кстати, Анжела Перл стала настолько популярной, что сейчас она уже не проводит индивидуальные консультации, но продает обучающие курсы. Например, ее курс «Таро с нуля» стоит от 200 до 400 долларов США, а курс, который называется «Перевернутые карты Таро», стоит 400 долларов США. Почему же люди обращаются к тарологам? Зачем они обращаются к тарологам? Вообще, зачем они обращаются к астрологам, нумерологам и так далее? Люди обращаются, конечно, с разными вопросами. Кто-то интересуется прогнозами на ближайшее время, кто-то спрашивает, когда закончится война, кто-то спрашивает, как, не знаю, найти свою вторую половинку, кто-то просит дать рекомендации по личной жизни или карьере. Но в последние годы, согласно статье, заметна новая тенденция. Вместо вопроса «что произойдет в будущем?», люди чаще спрашивают «что я могу сделать?». То есть они хотят как-то изменить свое поведение. Кроме того, среди клиентов все чаще встречаются представители бизнеса, которые интересуются вопросами саморазвития. По мнению социолога Анны Кулешовой, в периоды кризисов у людей действительно возрастает потребность в дополнительной поддержке. Это может проявляться по-разному. В тяжелые времена, в стрессовые такие периоды кто-то обращается к религии, кто-то к астрологии, гаданию или магическим практикам, кто-то к психологам, как, например, я. Социолог отмечает, что в 90-е годы 20 века, когда в России были сложные экономические условия, люди также активно интересовались целителями, нетрадиционными методами лечения, экстрасенсами. И я, например, помню, что по главному российскому каналу по вечерам показывали сеансы экстрасенсов, которые сидели и якобы заряжали какой-то положительной энергией банки с водой и просили зрителей поставить тоже банки с водой около телевизоров, и люди верили в это, моя мама в это верила, я помню, что мои родители ставили банки с водой около телевизора и надеялись, что благодаря каким-то магическим способностям человека на экране эти банки смогут стать просто целебной водой, лечить все болезни, депрессию и так далее. Продолжаю читать статью. Еще один интересный факт, интересный момент, который освещается в статье. Среди военнослужащих, участвующих в конфликте в Украине, есть те, кто берет с собой на фронт талисманы, то есть небольшие предметы, которые, как верят эти люди, приносят удачу или защищают. Это могут быть православные иконы, браслеты из бисера, мягкие игрушки и другие личные вещи. Напомню вам, что с научной точки зрения влияние таких предметов не доказано, но психологи считают, что эти талисманы могут просто помочь человеку чувствовать себя увереннее. Ну и последняя интересная информация. Согласно последним данным, согласно новейшим опросам, согласно опросам ВЦИОМ, это Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИОМ, согласно данным ВЦИОМ, 42% россиян читают астрологические прогнозы и гороскопы, то есть предсказания судьбы по дате рождения. Около 37% россиян смотрят передачи и видео о сверхъестественных явлениях, магии и предсказаниях. Однако большинство утверждают, что делают это ради развлечения. Напомню, что в январе 2025 года в Госдуму России был внесен законопроект о запрете услуг тарологов и продажи карт Таро. В пояснительной записке указано, что этот запрет обосновывается необходимостью защиты духовных ценностей.
Друзья, вот такой у нас сегодня подкаст. Мне интересно ваше мнение. Напишите в комментариях, верите ли вы в гороскопы, верите ли вы в карты Таро, верите ли вы во все это. Если да, мне было бы интересно узнать ваши аргументы, потому что, как я сказал, я в этом вопросе скептик. Если вы не верите, тоже мне интересно, почему вы не верите. Может быть, вы обращались к услугам и разочаровались, а может быть, наоборот, вы обращались к гадалкам, и они предсказали будущее, они сказали правду, и то, что они вам предсказали, это случилось, это произошло. Поделитесь своим опытом, дорогие друзья. Не нужно быть предсказателем, не нужно быть тарологом, чтобы напомнить вам, друзья. Нужно подписаться на этот канал и... Не знаю, найдете ли вы свою вторую половинку, станете ли вы богаче, но то, что вы улучшите владение русским языком, вы улучшите навык понимания русской речи на слух, вы расширите свой словарь, свой вокабуляр, если скачаете транскрипцию, это я вам могу гарантировать без всяких амулетов и карт Таро. Не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий, и если у вас есть TikTok или Instagram или Facebook, вы также можете подписаться на странички Русского радиошоу в этих социальных сетях. Кстати, друзья, в качестве постскриптума могу сказать, что действительно не только в России, но в русскоязычном сообществе вера в гороскоп очень велика. И когда я много лет работал на радио и на телевидении, в утреннем шоу, у нас практически каждый час был гороскоп. И мы рассказывали о том, что представителям разных знаков зодиака нужно ждать от сегодняшнего дня. На сегодня все. Я Сергей, ваш учитель и радиоведущий. Изучайте русский язык с удовольствием и с Русским радиошоу. Пока!